Для посещения режима вам нужно несколько свитков. Выполните задание в таверне, случайно поймайте во время рыбалки. Или просто купите их в магазине. Посмотреть количество ваших свитков можно в бортовом журнале, внизу правой страницы. Стоимость похода в режим для разных рангов кораблей одинаковая. Выгоднее всего ходить туда на корабле 5-го ранга, на эпический уровень сложности. Если у вас есть мореплаватель, можете поставить его в экипаж. Он дает шанс на спасение дополнительного экипажа в останках вражеских посудин. Остальные члены на свое усмотрение, но можно и без них. Апгрейды, как и орудия, не особо важны. Ставьте, что нравится. В любом случае, будете знать поле боя. Справитесь. Вы же суперчеловек. Наверное. Можете взять любое судно. С 7 по 5 ранг. Собственно, это указано в требованиях режима. Если они не поменялись при обновлении игры. Я не заметил каких-то преимуществ при использовании в режиме пиратского флага. Хотя и добыча с обломков там буквально пара обломков. Вот это ваша боевая арена. Это круг. Внутри круга есть пара островов, где вы можете прятаться от мощных крепышей. Например, от элитного линкора на эпическом уровне сложности. На окраине круга расположены 2 деревни. Там нужно покупать апгрейды, усиление вашего корабля. Для покупки апгрейда нужно накопить дублоны. Они добавляются с течением времени и при потоплении вражеского судна. После покупки усиления, следующее усиление будет дороже. Стоимость апгрейдов будет повышаться. Иногда на 5 дублонов, иногда на 10 дублонов. Но после 80 всегда на 10. После каждой волны доступные усиления меняются. Если возникают проблемы, можете ходить по периметру карты и копить дублоны. Когда наберется достаточно, подлетаете к поселению, закупаете, что нужно, или куда успеете тыкнуть в нервном напряжении. И отходите на новые забеги по кругу, если не почувствовали свою суперсилу после покупки новых апгрейдов. Вот вам список всех улучшений. Можете остановить видео и ознакомиться. На эпическом уровне появляются серьезные модификаторы сложности. Одни из самых мерзких — это урон парусам на 3 скорости, легендарный корабль великой мощи, башни, атакующие вас по периметру карты. Хотя бы 2 из которых нужно будет разрушить, если есть модификатор на легендарный корабль. Начинаем сражение. Нам дали проблемные модификаторы сложности. Каждые 5 минут будет приходить дополнительный враг 5-го ранга. По периметру поставлены сторожевые башни. А в конце на нас навалится легендарный босс-корабль. Во время первых волн, пока живы союзные корабли, нужно уничтожить или нормально повредить одну башню, которая находится на острове рядом с деревней апгрейдов. Там будем прятаться от легендарного щемилы. Подходим к башне, активируем красный порох, если есть, и наваливаем урона. Затем отходим, восстанавливаемся, сбрасываем хвост и повторяем процедуру. К 3-й волне, скорее всего, ваши союзники отлетят, и вы сможете регулировать число врагов, чтобы не началась следующая волна.
а вы могли раздолбать другие сторожевые башни. Идеальный расклад — развалить эти 3 фортификации, чтобы водить компьютерных болванов между островами. По пути боты просто потерялись. Вы можете отремонтироваться, пока они нагоняют вас и обходят остров. А вот и дополнительный вражеский патрульный корабль пришел вас стукать. Теперь беспощадно аннигилируйте этого жухлера, но не трогайте оставшихся с предыдущей стадии, чтобы добить нужные башни или накопить дублонов, курсируя между островами. Брать на абордаж можно любые корабли, но грабить лучше только звездочные. Остальными пополняйте свой экипаж и пленников. Даже легендарного Жирнича грабить сомнительно. Посмотрите, какими богатствами наполнен его трюм. Вроде это все. Легендарный корабль, как и остальных, можно подкупить и просто захватить. Но управлять подкупленными болванами нельзя. Осмотреть и прибрать их трюм тоже не получится. Не переживайте за своих союзников. Они лезут в лужи огня и таранят друг друга. Если они останутся живы, ваша награда не увеличится. Есть нормальный шанс, что они не помрут, только если они заглючат и будут щемиться в текстуры. Уходить с карты, как видите, вам нельзя. Вас ждет победа. Или жалкая смерть. Извините. Зато вам позволено наваливать боком. Скорость, кстати, очень неплохая, а как выходит из дрифта. Мое уважение господам разработчикам, без иронии. Когда постукаете всех негодяев, вам покажут итоговый экран. Если на карте осталась добыча, просто нажмите мышкой на пространство вне таблицы и перемещайтесь по карте сколько угодно. После завершения битвы вы можете появиться не в бухте или у причала, а внутри текстурового острова, откуда будет трудно выбраться, если на личном острове не построен маяк. А из городского порта вам доступен любой маяк из целых 3, что решает эту проблему, которую, естественно, скоро исправят. Игра выглядит очень хорошо, но если хотите снизить сложность испытаний и нагрузку на глаза, просто убавляйте качество графики до минимальных настроек. Прислушайтесь, как теперь спокойно. А приглядываться и высматривать врагов среди шторма и ливней вовсе не нужно. Мешать будет только туман войны. Хотя и потеряется зрелищность. На арене есть еще 2 неплохих укрытия. Это удобная здоровенная скала у правого края карты. А еще нижний большой остров. Это если вам срочно понадобилось бахнуть кваса или сходить по тяжелым делам. Можно зайти туда задним ходом. Вас будут изредка задевать ядра. И еще реже навесные фальконеты. Спасибо вам за внимание и удачи!